Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 17 по 23 марта. Давайте узнаем, что же прояснится, что нам подскажут карты. Возможно, это какая-то новость, информация, даст вам больше определения по какому-то вопросу. Или действительно вы поймете, как решить какую-то тему для вас важную. Это может быть и с личной жизнью. Где-то ретроградная Венера, мои дорогие стрельцы, нам как раз и может возвращать, как людей из прошлого. Это не обязательно будет связано с личной жизнью. Нам может написать или вспомнить о нас какой-то друг, подруга, или контакты с тем человеком, с которыми были много лет тому назад по какой-то причине. Возможно, вы как выпали из зоны видимости друг друга. Здесь вы можете, опять же, каким-то образом либо списаться, либо случайно даже встретиться. Вот такие метаморфозы могут быть. Но и надо сказать, что если люди возвращаются в нашу жизнь, у кого-то это может быть и по работе, тут и по работе вас тоже могут вспомнить. Руководство даже, да, того места, где вы раньше трудились. Но для чего-то это нам дается. С одной стороны, есть судьбоносность этого периода в том, что нам могут быть или важны эти люди, или для чего-то словно нужны. Но и мы в их жизни тоже принимаем какое-то участие. Ну, давайте посмотрим, что нам подскажут карты пасьянса. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Итак, с чем это может быть связано? Я смотрю, и вы смотрите. И действительно, какая-то новость, она может буквально ворваться в вашу жизнь. Колокол – это и есть неожиданные либо прояснения, либо информация, либо, может быть, это не то, что мы планировали. Это может быть и связано с внешними событиями на более глобальном уровне. Но это на нас оказывает воздействие, потому что мы этого, первое, не ожидали. И второй момент, мы думали, что как-то будет по-другому, вот есть и такой пункт. Но это, несмотря на то, что вот эта новость или информация, или какое-то сведение, которое вас поставит в тупик, тем не менее, это дает нам какие-то возможности. Но мы можем растеряться, правда. Вот именно растерянность от информации по колоколу и проходит. Поэтому давайте мы узнаем, что нам подскажут дальше. Мы еще не знаем, какая-либо сфера жизни проиграется, или какая-то правда может открыться, кстати. К примеру, мы могли думать о каком-то человеке, ну, негативно, а здесь он для нас может открыться с положительной стороны. Или, может быть, это ваше впечатление было о человеке, связанное с тем, что у вас была какая-то информация, и вдруг вы понимаете, что это была фальшь. Вот такие метаморфозы тоже могут быть, но, наверное, и наоборот. То, о ком мы думали слишком хорошо, значит, какая-то достоверность будет. Тут действительно что-то у вас прояснится. Здесь вы можете просто узнать какую-то новость о человеке или от человека, которого вы недостаточно хорошо знаете. Хотя это могут быть два значения, ну, сами по себе несколько. Если я пояснила информацию колокол, то вам выпадает значение цыганка. Точнее, это не совсем цыганка, просто цыганский пасьянс называется. А прописано в значении лицо. Это тот персонаж, которого мы еще пока не знаем достаточно хорошо, и рано делать выводы. Может быть, это и новое знакомство, новые контакты. Тогда нам говорят: ты не торопись. Здесь все же себя нужно сохранять. Почему? Не рассказывать о себе много или не ставить перед собой табу, думая, что вот с этого момента уже какая-то реальность более определяется. Нет, скорее всего, будет еще какой-то промежуток времени, когда шаг за шагом эти самые события будут развиваться, или какая-то информация, опять же, день за днем будет либо уточняться, либо обрастать какими-то новыми сведениями. Такое я могу допустить. Поэтому, мои дорогие стрельцы, предоставьте возможность тому, что от вас не зависит, на то, что вы не влияете.
именно развиться до какой-то максимальной точки. При этом мы должны наблюдать и думать о том, как мы это можем к себе адаптировать, либо что мы можем сделать или как провзаимодействовать. Опять же, смотря чего касается. И у вас прекрасное значение «открытый путь». Может быть, вот эта новость, которая нас поначалу ставит в тупик. И я сказала, новые возможности как раз и для нас открывает какие-то новые перспективы. Ключи в ваших руках. И это очень добрый знак. У кого-то это может совпадать, допустим, с согласованиями в высоких инстанциях. Или это как та правда, истина, которую мы узнаем и понимаем, что, ну да, предыдущий этап жизни он закончен. И теперь нам нужно адаптироваться, опять же, и организовать свою жизнь как-то по-новому. Ключи, если мы переведем на карты Таро, в руках кого ключи на картах Таро? Это иерофант. Это как высший, знак высшего благословления. И одновременно, когда мы уважаем систему, мы против нее не идем. Когда мы что-то изучаем, и тем самым мы приумножаем наши сильные позиции или способствуем сами себе, чтобы более упрочить наше положение, либо через изучение, либо через контакты, либо через подписание важных бумаг. Но опять же, мы делаем что-то по закону, как и буквально по закону, так и пользуемся нормами, правилами, регулировками в законе вселенском. Давайте посмотрим, чего еще касается. Поэтому будьте к этому готовы. Правда, я должна сказать, как чиновники, или, может быть, это сведения как от чиновников, да, вы можете пойти, к примеру, в какую-то организацию, учреждение, прояснять для себя какую-то тему, и вот эти самые контакты будут. Но это еще корона, символ власти. Одновременно это где-то и ваши власти, опять же, ваши возможности или сильная позиция. И с учетом ключей, здесь может быть как получение и вами новой должности или открытие перспектив по части работы. Такое тоже могу предположить. Поэтому по максимуму использовать даже ту ситуацию, которая поначалу нам может казаться, как-то мы не думали об этом, мы думали, что будет как-то иначе, и поэтому себя адаптировать и организовывать свою жизнь по-новому, в каком-то новом ключе, с какими-либо сложившимися обстоятельствами, условиями, или, по крайней мере, продумывать эти шаги. Это будет хорошая практика. У вас ангел выпадает. Это как ангелы высшей силы присматривают за вами. Конечно, по этому значению в этой колоде карт пасьянса нам говорят о доброжелателе. Значит, и в нашей реальной жизни есть как минимум один человек, которому вы можете доверять. Или, возможно, это где-то будет та палитра, которая будет взаимосвязь вот этой информации, каких-то провластных структур, организаций или чиновников, или людей, которые имеют большие рычаги влияния, или, мы говорим, длинные руки, да, например, и одновременно это тот человек, с которым вы можете, решить какой-то вопрос, или он вам может оказать содействие. Давайте посмотрим. Или информация какая-то может прийти. Давайте выложим до конца. И, кстати, держите баланс. Вас могут где-то одолевать сомнения, да, вы можете действительно где-то растеряться, получится что-то или нет. Конечно, у каждого здесь своя задумка, поэтому будьте дважды, наверное, еще внимательны, мои дорогие. Есть еще и такое значение маска. Может быть, это два разных человека. Есть доброжелатель, как мы с вами сказали, но есть и та персона, которая хочет оставаться в тени. Вполне вероятно, с учетом весов, это вы через сомнения можете чувствовать интуитивно, что есть тот человек, который я ему не могу доверять. Кстати, я могу предположить и такой момент, когда вот этот персонаж, который скрывается словно за маской, может для вас, как знаете, где-то пытаться ослабить ваше внимание или даже настороженность в отношении себя. Это может быть как лесть или какие-то комплименты. И вот важно не замечтаться, не делить, наверное, на этой неделе все на белое и черное, мои дорогие, потому что чаще всего наша жизнь, она складывается именно в полутонах. И наша задача это рассмотреть. И поэтому где-то
Карты пасьянса вам говорят: стрелец, приготовь на всякий случай эту маску тоже. О себе много не рассказывай и вообще не говори, что ты собираешься делать. Будьте загадкой, мои дорогие стрельцы. Будьте актерами. И даже если вы за собой не замечали искусство лицедейства, тем не менее, примерить маски будет хорошей практикой на этой неделе. Здесь вы можете столкнуться как с неожиданными событиями. И значит, никто не должен считывать по вашему лицу, как вы к этому относитесь. Может быть, к примеру, банально, ведь это как какой-то беспардонный вопрос, который вам может быть задан. И значит, если вы стоите друг напротив друга с каким-то человеком, такой тонкий нюанс, он не должен по выражению вашего лица или взгляда догадаться, что либо вы его разгадали, хитрый план, или то, что вас эта новость несколько обескуражила. Я все же могу допустить с учетом всех значений. У вас сильная позиция, как я уже сказала, но какие-то фейки, они могут быть на этой неделе, потому что есть все-таки эта маска, и есть та информация, которую нужно проверять. Доверяй, но проверяй. Лучше лишний раз посомневаться, но не в самом себе, мои дорогие стрельцы, а в том, что вы, может быть, видите, слышите. Вам как человек может пытаться что-то нарочито продемонстрировать, а истина будет где-то рядом. Не все однозначно. Поэтому, может быть, с самого начала нам карты и говорят: стрелец, дай возможность развиться какой-то ситуации. Или дай возможность проявиться какому-то человеку в полной мере. И даже если вы, повторяюсь, раскусили чей-то коварный план, нет смысла говорить человеку: я тебя знаю, маска. Вот нет, оставайтесь в тени. Пусть человек наоборот думает, что он умнее вас буквально, а что вы не разгадали его план. Да, ваша позиция трижды будет усилена, ведь он продолжит действовать так, как прежде, а вы будете за ним словно наблюдать со стороны и делать выводы. Здесь может быть еще и некоторый период ожидания. Вот эта листва, она еще имеет значение дерева, а в этой колоде мы можем сложить крайние ряды, и вполне вероятно какой-то вопрос не совсем быстро решается, или вы ждете какого-то документа и слышите на этой неделе разную информацию, поэтому выводы не торопитесь делать, мои дорогие стрельцы. Пока с вами говорила, смотрю, что у вас еще совпало по крайним рядам, и у вас совпадает радость. Посмотрите. Вот этот венок, который мы можем сложить, это какие-то добрые известия. И поэтому фильтруйте информацию. То, что вы слышите в первую минуту, совсем не обязательно, что истина, она вот именно в том месте или в таком ключе. Потому что есть все же, с учетом ангела, вот этот как ангел-хранитель. И это может выражаться в лице какого-то человека, даже которого вы не предполагали. Он может проявиться к вам как-то по-доброму, или давать добрые советы, или развеять ваши какие-то сомнения. Но, по крайней мере, дайте возможность информации словно, с одной стороны, осесть или как-то более конкретизироваться, а потом это нужно переложить на реальность жизни. Не торопитесь, правда, с суждениями. Давайте мы на картах Таро дополним эти значения. И первую карту: что же прояснится, в какой сфере жизни или с чем это связано. Какая-то подсказка все же от карт Таро будет. И следующая карта: неожиданности или неожиданные события. Третью карту: добрые события, что вас приятно удивит или обрадует, мои дорогие стрельцы. И к чему все это идет. И, конечно, мы по основным сферам жизни: это дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, оформление. Дальше финансы или денежная энергия. И личная жизнь. Так что же прояснится? Вот здесь может проясняться, как и отношения. Здесь могут всплывать, словно подниматься с новой силой те вопросы, которые касались недопонимания или какого-то финансового минуса. Всегда по пятерке пентаклей недостаток.
И мы должны не застревать в этом пункте. Мы должны как-то принять важное решение для самих себя, как же мы будем действовать. Опять же, посмотрите, ключ. И этот ключ нужно не сидеть и не ждать, а попробовать открыть вот эту самую дверь. Всегда карта это будет говорить о том, что все же договариваться придется или сохранять баланс. И у вас здесь выпадают весы. Нет смысла чего-то ждать. Вот этот смысл нам тоже передает карта. Нет смысла ждать, имеется в виду, как проявится какой-то человек или верить чужим обещаниям. Вот это точно нет. Здесь мы сами действуем, но действуем осторожно, для того, чтобы нивелировать какой-то конфликт или нейтрализовать какую-то сложную ситуацию. И это может быть связано по части денег или это может быть связано конкретно с какой-то персоной. И поэтому конфронтация помешает. И если мы не просчитаем финансы, это тоже для нас не будет плюс. Мелкая карта, но по каким-то бытовым вопросам, именно бытовым, это не есть что-то глобальное. У вас могут приходить разного рода сведения, могут быть и разные люди, которые вам приносят ошибочную информацию, тоже помните, поэтому оставайтесь верны собственным принципам. Но и доказывать кому-то что-то не имеет, абсолютно никакого смысла, поскольку это будет пустая трата времени, энергии и сил. Что же будет неожиданное или неожиданные события? Это вы можете где-то так закрыться или отступить полшага назад. И нам карта говорит, пусть не в этой колоде, но значение такое имеется. Ты сделал все, что мог. И поэтому твои бы активные действия в данный период времени, очень активные, ведь карты нам уже по сеансу об этом сказали, Таро подтверждает, это было бы ошибкой. Предоставьте опять же возможность развиться событиям, так как они, как запланированы высшими силами, или это расписано в небесной канцелярии, или позвольте конкретному человеку выговориться до конца, по крайней мере вы будете знать, что это за персонаж. Или позвольте событиям развиваться, если это даже связано с какой-то ситуацией по работе, потому что жезлы – это часто у нас дела, работа, бизнес и деньги. Но мы здесь себе не вредим. Мы делаем аккуратный маневр. Мы можем отступить полшага назад для того, чтобы наши позиции были сохранены. И всегда в этой, пусть не в этой колоде, точнее, в колоде герметического Таро, это карта великой мощи, это наша сильная позиция. Но мы в период недельный должны продумывать наши действия, или что мы буквально говорим, на что мы соглашаемся, куда мы готовы эту силу приложить. И правильное направление – все то, что касается организации и адаптации вашей жизни в центре внимания. Это не есть неожиданные события, даже тут и выпадает колокол, и тут действительно какие-то могут быть в эту неделю, 17 по 23, мелкие вопросы, в которых вам, не нужно торопиться быстро участвовать. Ваша задача – наблюдать и делать выводы. Давайте мы узнаем, что же за добрые события или та новость, которая вас приятно обрадует или удивит. Вы знаете, перед вами открываются действительно новые перспективы или новые взаимоотношения. У кого-то тоже может так проиграться. У кого-то это как курсы от работы или изучения чего-то нового. А Паш Пентаклей нам всегда говорит, пусть это даже касается как жизненной эпохи, или как прежний период постепенно заканчивается или даже закончился. И нам нужно подумать, как мы будем действовать в новой реальности. Поэтому и карта говорит, вы уже смотрите в будущее, мои дорогие. Это новые, сама по себе, как новое вдохновение, новые возможности, потому что Пентакли – материализм. Или это может быть связано конкретно как добрые события, по работе, к примеру, через получение новой должности, или, может быть, дополнительный заработок, или как какая-то подработка, или развитие личного дела, творчества. Самые разные направления. Но по этой карте мы не просто учимся, или мы рассматриваем что-то новое, готовы к этому новому, но это еще и будет в последующем преувеличен ваш доход. Или вы сами по себе, вот этот недостаток. И по пятерке Пентаклей нам ведь не говорят, что денег нет. Деньги, скорее всего, как раз есть. Но это может быть та ситуация, мои дорогие, и вы можете испытывать некоторое сожаление. Вроде деньги получил, в руках подержал, но вынужден был заплатить
какие-то платежи, проплаты, и тут у каждого свои. И вы можете прийти к выводу, что ну нет, к примеру, моего оклада мне явно не хватает, и поэтому вы будете искать вот эти дополнительные способы заработать. И для вас это как добрые события, или что вас приятно удивит. Я могу предположить, что работу как раз, или пусть это будет как дополнительный доход, вы все равно можете найти. Давайте посмотрим, к чему же это все идет. Но еще одна карта, которая нам говорит о том, что сохраняй себя. Верховная жрица, слушай свою интуицию, это та, которая все знает. И опять же, независимая позиция. Но независимость Верховной жрицы, она ведь никому ничего не доказывает. Она скорее уйдет от какого-то конфликта, чтобы не фигурировать в каком-либо вопросе, не привлекать к себе внимание, а именно оставаться в нейтралитете, как будто бы в тени. И это усиливает ее и независимость, и сильную позицию тоже. Поэтому где-то вот эти энергии, вам карты говорят, будут или рекомендуют даже, чтобы они продолжались для вас, мои дорогие стрельцы. И я ведь говорила, даже если приходит какая-то новость, она не заканчивается в разрезе этой недели. Пусть это будет связано с обстоятельствами или событиями, но значит будет что-то отстраиваться как внешняя какая-то оболочка или внешняя конфигурация тех моментов, которые происходят вокруг вас, мои дорогие стрельцы. То, по сути, на что мы не влияем, но мы наблюдаем, анализируем и принимаем важные решения, именно продумав. Куда-то не торопимся. Дела, работа, бизнес. Но добрые дела наспех не делаются. Очень символично, что у вас несколько карт нам говорят, куда-то не торопись. Точно с места в карьер мы тут можем дров наломать, потом себе спасибо не скажем. И вполне вероятно, что некоторые вопросы шаг за шагом будут проясняться, открывая для вас еще больше перспектив. Или показывая вам, демонстрируя словно, как поведет себя загаданный человек, или как будут развиваться какие-то обстоятельства. По рыцарю Пентаклей вообще это марафонский забег, и правда, по части работы это очень хорошие перспективы. Это рост дохода, но это медленный рост, я должна сказать. Для тех, у кого сейчас все по работе стабильно, то карта предвещает, что, скорее всего, вы этим делом будете заниматься долгий период времени, хотя допускает также и обучение, медленный рост. Но и работа, к примеру, если вы ее искали, вы можете найти в этой неделе или даже дополнительный доход. И тогда вполне вероятно, мои дорогие стрельцы, пройдет какое-то время, и у кого-то дополнительный доход станет основным способом заработка. Или та работа, на которую вы согласитесь, это может означать словно марафонский забег, когда вы шаг за шагом будете усиливать свои позиции. Вообще добрая карта по части финансов, работы, достижений, но это не есть какой-то, знаете, фурор или такой быстротечный эффект, когда вот мы буквально за короткий период что-то получаем, а потом оно уходит в никуда. Нет, здесь шаг за шагом мы отстраиваем свое благополучие. И если у вас действительно, к примеру, по документам не решился какой-то вопрос именно в эту неделю, или вы не получили бумагу, поверьте, вы ее получите. Всему свое время. Об этом нам говорят карты. Деньги. Все то же самое, аркан умеренности. Видимо, сам по себе или судьбоносен период именно тем, что от вас требует некоторого терпения, наблюдения и внимания к деталям. Нам уже не первая карта об этом говорит. И перекликаются, как и карты пасьянса, мы с этого начали, и, по сути дела, Таро. Поэтому куда-то не торопитесь, наблюдайте, делайте выводы, и для вас откроется еще больше перспектив. Или, мои дорогие стрельцы, вы их тогда увидите даже там, где прежде они у вас были словно за кадром. Вот такие метаморфозы могут быть. Все идет своим чередом. Но самое главное, наверное, пусть это на личную жизнь, это не совсем нам про любовь карта, а ваше состояние может напоминать, как действительно какое-то смятение. И поверьте, смятение, оно может быть тоже ошибочным. Это карта искаженного восприятия. Почему я говорила еще в пасьянсе, это могут быть фейки. Не судите о чем-то или о ком-то только лишь по одной новости или только по единожды услышанной информации.
она, правда, истина, может быть где-то рядом, но не в той точке. И нам нужно открыть глаза. Не время, вот я сказала, анализировать стоит, но анализировать это не называется сеанс самокопания, потому что мы можем именно находиться в каких-то, как во власти, сложных переживаний или какой-то прежней истории. Скорее всего, всегда восьмерка мечей проигрывается или связана с той ситуацией или с конкретным человеком, который нас ставил в тупик. Или, может быть, в нашей жизни был сложный период, этап, когда мы столкнулись с предательством или, опять же, с обстоятельствами, которые мы не могли изменить, и нас это изменило в конечном итоге. И вот эта глубокое самокопание или глубокая философия на мелком месте, она нам буквально мешает, потому что на самом деле вот очень хорошо передает карта, что же происходит. Девушка, она находится в другой как будто местности или в другом, другие предметы ее даже окружают, но видит она себя или свое отражение в зеркале, как будто она связана по рукам и буквально ногам, может быть, повязка на глазах, и словно я не могу что-то предпринять, а на самом деле очень даже можете. Не стоит торопиться, но выводы пронаблюдать что-то стоит сделать, но они не должны быть ошибочные. Надо увидеть именно то, что есть в реальной жизни. Давайте я достану еще одну карту. То есть, видите, правда, наше восприятие нам может оказать некоторую медвежью услугу, потому что искажает ту реальность, которая присутствует. Мы можем что-то представлять в одном свете, а на самом деле это не так. Давайте спросим, о чем нам хочет сказать восьмерка мечей, или какой области это касается. У кого-то личной жизни, искаженное восприятие конкретного человека. Это может быть как и ожидание пустое. Тогда, правда, не стоит ждать того, если это ожидание затянулось и нет отклика с другой стороны. Любые взаимоотношения – это всегда взаимный энергообмен. И если вы откликаетесь на эти взаимоотношения, а другая сторона нет, тогда нет смысла затягивать ожидания. Понимать, или это реальное ожидание, к примеру, как какой-то документ, или какой-то регламент, я всегда говорю, мы не можем на это воздействовать. Важная бумага чаще всего изготавливается какой-то срок. И это не пустое ожидание, это вполне конкретное. Но если это связано с тем, что мы как надеемся, поэтому пустые надежды оставить нужно в прошлом. Здесь именно вам какой-то нужно делать выбор. Посмотрите, может быть, и по части личной жизни или с чем-то определяться. Мы не можем изменить людей, мы не можем изменить ход истории, но мы можем изменить наше отношение к этому. И у вас, посмотрите, 3 старших аркана, Верховная Жрица и все то, что я сказала, но и где-то независимая позиция, слушай свою интуицию, наблюдай и где-то терпение, и только потом делай выводы. Вот такой интересный расклад, мои дорогие стрельцы. Перекладывайте на себя. И, кстати, у кого-то будет вот этот ангел. Это именно кто-то ваш близкий человек. Или тот, кому вы можете доверять, потому что в этой колоде влюбленной все же чаще проигрывается как история любви. И значит, если есть уже у вас ваш любимый человек, то я могу предположить, именно дома вы будете себя чувствовать максимально комфортно, уютно и в безопасности. Вас будут любить и понимать. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.